Геологическая история Земли несет следы множества глобальных климатических изменений. Колебания температуры, уровня радиации и состава атмосферы планеты становились приговором для одних видов и эволюционным толчком для других. Порой великие вымирания стирали с лица Земли до 90% всех существ, ставя жизнь на планете на грани полного исчезновения. За последние 500 миллионов лет было зафиксировано 5 подобных глобальных катастроф. И прямо сейчас, согласно статистике, идет 6-я, самая быстрая из известных. Что же происходит на нашей планете и почему ее биосфера деградирует так стремительно? Давайте попробуем разобраться. Космо. Климат Земли, как и любого другого небесного тела, определяется сочетанием огромного числа факторов. Некоторые из них имеют внешнее происхождение, например, колебания солнечной активности или ритмичная деформация орбиты планеты. Источником же других воздействий является сама Земля. Для того, чтобы ответить на вопрос, что происходит сейчас и чего ждать в будущем, нам потребуется совершить путешествие на десятки миллионов лет в прошлое, чтобы выяснить, как менялся облик нашей планеты и какие факторы влияли на изменение ее климата. Сейчас вы наблюдаете на экране график, который отображает изменение средней температуры нашей планеты на протяжении 500 миллионов лет. Сложив воедино данные раскопок по всему миру, ученые смогли с точностью определить климат Земли в каждый период ее времени. Взглянув на общую картину, легко заметить, что долгие интервалы жары сменялись более короткими похолоданиями. В эти периоды, называемые ледниковыми, климат был суше, температура ниже, а на полюсах нашей планеты нарастали ледяные шапки, прямо как сейчас. Каждое глобальное изменение средней температуры нашей планеты становилось испытанием для ее обитателей. И далеко не всем удавалось пережить его. Вероятное прошлое. Приблизительно 66 миллионов лет назад. Огромный 10-километровый астероид стремительно приближается к нашей планете. Спустя считанные минуты он пронзает атмосферу и обрушивается на поверхность. Оглушительный взрыв мощностью в миллионы термоядерных бомб сотрясает Землю. Мощнейшая ударная волна сминает и отбрасывает горные породы прочь, формируя гигантский кратер диаметром около 180 километров. Множество каменистых осколков оказываются выброшены в космическое пространство за пределы атмосферы. Позже они рухнут обратно за тысячи километров от взрыва, вызывая обширные лесные пожары. Считается, что ударная волна обошла всю планету, вызывая землетрясения в самых дальних ее уголках, а гигантские цунами уничтожили побережье континентов. Они проникли вглубь суши на сотни километров, сметая все на своем пути. 15 триллионов тонн сажи и пыли были подняты в воздух, а воздушные потоки разнесли их по всей Земле. В течение долгих лет наша планета получала намного меньше солнечного света, чем обычно,
что вызвало резкое похолодание. Согласно исследованиям, в течение по меньшей мере 16 лет после катастрофы средняя температура планеты оставалась около отметки в 3 градуса Цельсия, на 11 градусов ниже, чем сейчас. В результате большинство наземных и водных растений вымерло, что вызвало массовый голод среди животных. С лица Земли исчезли практически все существа крупнее 25 килограммов, в том числе нелетающие динозавры и водные ящеры. Часть из них не пережила саму катастрофу, другие стали жертвами ее последствий. Так начался Кайнозой, новая эра в истории нашей планеты. Следующие 10 миллионов лет, называемые эпохой Палеоцена, Земля восстанавливалась после разрушительного катаклизма. Облака вулканического пепла постепенно рассеялись, и температура быстро повысилась и до комфортных значений. Шаг за шагом жизнь заселяла освободившееся пространство. Но на этот раз планету наполнили уже совсем другие существа – цветковые растения, млекопитающие и птицы. Конец Палеоцена отметился быстрым ростом температуры, которые связывают с тектонической активностью в этот период. Извержения вулканов на севере Атлантики стали причиной выбросов в атмосферу огромного количества метана и углекислого газа, концентрация которого достигала 2000 частей на миллион, что в 5 раз выше современного уровня. Данное потепление считается началом новой эпохи, называемой Эоценом. Он начался примерно 56 миллионов лет назад и продлился около 22 миллионов лет. Все это время средняя температура нашей планеты была заметно выше современной, порой достигая 28 градусов Цельсия. Палеонтологические находки свидетельствуют о том, что в Эоцене климат большей части суши был близок к тропическому, а густые широколиственные леса достигали полярного круга. Известно, что на территории современной Европы в те времена росли пальмы и обитали теплолюбивые рептилии. Основной причиной этого считается удачное расположение континентов. Северная и Южная Америка в ту эпоху были разделены широким проливом. Африка и Евразия также еще не соприкоснулись. Поэтому экваториальные течения и атмосферные потоки свободно огибали Землю, относительно равномерно распределяя тепло по планете. Кроме того, обилие разлагающейся органики поддерживало высокий уровень углекислого газа в атмосфере, что также помогало климату оставаться теплым. Благодаря мягким условиям и изобилию пищи, млекопитающие того времени прошли путь от крохотных сумчатых зверьков, прячущихся в норах и кронах деревьев, до величественных гигантов массой в десятки тонн. Именно в этот период появились предки большинства современных млекопитающих – древние приматы, китопарнокопытные и грызуны. Однако облик планеты продолжал меняться. Медленно, но непрерывно. Распространение водного папоротника азолы в северных водах привело к постепенному снижению уровня углекислого газа в атмосфере и плавному похолоданию. А примерно 34-35 миллионов лет назад на графике температур имеется неожиданный резкий обрыв. В этот период на границе эпох Эоцена и Олигоцена произошел целый ряд очень важных событий. Во-первых, из-за столкновения материков к небесам вознеслись такие грандиозные горные цепи, как Гималаи, Альпы, Карпаты и Аппалачи, что существенно изменило движение воздушных потоков в атмосфере. Во-вторых, анализ окаменелостей показал, что именно в это время среди растений начал активно распространяться новый вид фотосинтеза, так называемый Си4. Он оказался гораздо эффективнее предыдущего типа реакции, что постепенно привело к увеличению концентрации кислорода в атмосфере на 2-3%, вплоть до современного уровня. Содержание углекислого газа, напротив, заметно упало, что привело к ослаблению парникового эффекта и глобальному снижению температуры. В-третьих, из-за движения тектонических плит
был разорван сухопутный перешеек между Южной Америкой и Антарктидой. В итоге силы инерции, вызванные вращением Земли, сформировали замкнутое океаническое течение холодным кольцом, охватывающее самый южный континент нашей планеты. Воздушные потоки также образовали непробиваемый барьер, не позволяющий теплым ветрам проникнуть в Антарктиду. В итоге температура на материке стала быстро падать, и к концу палеогена его зеленые леса были окончательно вытеснены быстро растущими ледниками. Все эти события обозначили начало новой эпохи – Олигоцена. Он продлился примерно 11 миллионов лет, в течение которых климат нашей планеты был относительно ровным, сухим и прохладным, и в то же время заметно теплее современного. Данная тенденция сохранилась и в начале следующей эпохи – Миоцена. Однако на отметке около 14 миллионов лет назад мы видим очередное резкое похолодание. Оно называется кризисом среднего Миоцена, и считается, что его причиной стало сочетание двух факторов. В первую очередь, Земля в своем движении по орбите в очередной раз вступила в холодную фазу так называемых циклов Миланковича. Циклы Миланковича – это периодические колебания количества солнечной энергии, достигающей нашей планеты, в зависимости от изменений положения оси Земли и ее орбиты. Когда эксцентриситет орбиты Земли достигает высоких значений, а день зимнего солнцестояния совпадает с перигелием, климат планеты становится существенно холоднее. Именно это произошло 14 миллионов лет назад во время кризиса среднего Миоцена. Следствием наступившего похолодания стало сокращение площади лесов, место которых заняли саванны и степи. Это спровоцировало бурное распространение цветковых растений, использующих С4 фотосинтез, как более устойчивых и конкурентоспособных. В итоге уровень углекислого газа в атмосфере планеты резко снизился, что привело к еще большему похолоданию. Для понимания природных процессов этого периода стоит помнить, что саванна и подобные ей биомы – это системы с высокой биологической продуктивностью. 1 квадратный километр саванны производил до 1500 тонн биомассы в год, почти столько же, сколько живых существ обитало на этой площади. Высокопитательные травы с коротким сроком жизни служили пищей травоядным животным, обеспечивая быстрый круговорот питательных веществ, в том числе углерода. Как следствие, увеличение площади саванн привело к снижению концентрации углекислого газа в атмосфере и дальнейшему падению температуры. В итоге средняя температура планеты в течение нескольких миллионов лет снизилась примерно на 6 градусов Цельсия, с 17 до 11, из-за чего большинство мегафауны прошлого периода вымерло. Наиболее примечательными представителями животного мира этого времени стали многочисленные хоботные, а также древние предки лошадей – гиппарионы. Среди хищников же наиболее крупными были собака-медведи и гиенодоны, масса которых достигала полутонны. Следуя графику, легко заметить, что, начиная с кризиса среднего Миоцена, Земля плавно и неотвратимо остывала. Следствием этого стал быстрый рост ледников в приполярных регионах планеты, который начался около 8 миллионов лет назад. Антарктический ледяной щит принялся стремительно увеличиваться. В Северном Ледовитом океане появилась нетающая полярная шапка, а леса Гренландии стали быстро исчезать, уступая место ледникам. Однако главное испытание было еще впереди. Около 2,6 миллиона лет назад падение температуры заметно ускорилось. Дело в том, что примерно в это время движение материков и снижение уровня Мирового океана привели к формированию Панамского перешейка, надежно перекрывшего пролив между Северной и Южной Америкой.
В результате теплые экваториальные воды Тихого океана больше не могли смешиваться с атлантическими течениями, и температура Атлантики начала постепенно понижаться. Кроме того, скалистые горы, существенно выросшие к этому времени, стали задерживать теплые воздушные потоки, что еще сильнее нарушило циркуляцию тепла на планете. В итоге сезонные перепады температур на большей части суши стали еще более выраженными, а скорость роста ледников существенно увеличилась. Примерно в это же время произошла так называемая магнитная инверсия Гаусс-Матуямы, в ходе которой магнитные полюса Земли в очередной раз поменялись местами. В течение 15 тысяч лет защитное поле нашей планеты было примерно в 4 раза слабее, чем сейчас, что привело к вымиранию нескольких семейств морских животных и водорослей. В сочетании с очевидными климатическими изменениями это событие позволило говорить о наступлении нового геологического периода – плейстоцена. Его характерной чертой стали ледники. Они то надвигались, занимая порой до 30% поверхности суши, то отступали, уходя за полярный круг, но никогда не исчезали полностью. Первая половина плейстоцена отметилась удивительной равномерностью этого цикла. Периоды похолодания и потепления сменялись каждую 41 тысячу лет. Данная периодичность очень точно совпадает с циклами Миланковича, поэтому считается, что именно эти естественные колебания земной орбиты стали ее причиной. Движение ледников и климатические перепады неизбежно влияли на животный и растительный мир, формируя новый облик обитателей нашей планеты. Глобальное похолодание привело к тому, что многие травоядные обзавелись шерстяным покровом и увеличились в размерах, чтобы противостоять холоду. Так появились мамонты и мастодонты, шерстистые носороги и другие травоядные гиганты. Вслед за ними были вынуждены вырасти и хищники. Например, на территории Северной Америки обитал гигантский белый медведь, ужасающий зверь, масса которого, согласно расчетам, могла достигать 1200 килограммов, в 3-4 раза больше, чем у его современных родственников. Немного южнее обитали так называемые ужасные волки, которые были примерно вдвое крупнее современных. Предполагается, что эти хищники охотились стаями по 3-4 особи, и благодаря силе и слаженным действиям были способны загнать и убить бизона. Между тем, примерно 1 миллион лет назад периодичность наступления ледников нарушилась. Циклы похолоданий стали неравномерными, а их продолжительность существенно увеличилась, в среднем до 100 тысяч лет. Как следствие, усилился и перепад температур, а также толщина ледников. Эту трансформацию называют среднеплейстоценовым переходом, его причины до конца неизвестны. Наиболее достоверная версия гласит, что предыдущие ледники в своем движении стерли слои реголита, покрывавшие коренные породы в северных широтах. Новые ледники намерзали уже на менее скользких горных породах, таких как граниты и базальты, что и нарушило сформировавшуюся цикличность. Еще одной причиной могло стать перекрытие Берингового пролива, вызванное снижением уровня моря и подъемом ледников. Данное событие произошло примерно 900 тысяч лет назад и привело к тому, что холодные воды Тихого океана перестали стекать в Северный Ледовитый. Это вызвало еще большее снижение температуры и усилило похолодание. Также в течение всего плейстоцена по миру постепенно расселялись предки современных людей. Исследователями были зафиксированы следы нескольких глобальных миграций и множество менее крупных. Будучи кочевыми собирателями и охотниками, древние племена осваивали новые земли, конкурировали, скрещивались и разделялись, породив тем самым десятки разнообразных форм. Некоторые из них оставили после себя лишь кости и заброшенные стоянки, другим же повезло гораздо сильнее. Их потомками и являются все современные люди.
Поздний плейстоцен, известный также как Тарантский ярус, начался 129 тысяч лет назад и продлился 117 тысяч лет. Это было время максимального похолодания и самых крупных ледников. В жестокой борьбе за выживание кроманьонцы, предки современного человека, уничтожили или ассимилировали все прочие сообщества людей. В стремлении избежать опасностей древние племена вышли за пределы Евразии и Африки. Благодаря сухопутному проходу на месте нынешнего Берингового пролива они в несколько этапов проникли в Северную Америку, став предками многочисленных индейских племен. Приблизительно в то же самое время, несколькими тысячами километров южнее, падение уровня моря открыло дорогу в Австралию, в результате чего около 50 тысяч лет назад человек пришел и в этот обособленный мир. Не обладая систематическими знаниями об окружающей среде, древний человек был не в состоянии осознать долгосрочные последствия своих действий и относился к природе крайне потребительски. Австралия предстала перед пришельцами зеленым раем, полным легкой добычи. Не привыкшие к человеку, медлительные, глуповатые, гигантские сумчатые, такие как дипротодоны или полархесты, оказались не в состоянии дать отпор новому хищнику, умному и многочисленному. Спустя всего 10 тысяч лет большинство животных Австралии крупнее 45 килограммов были уничтожены. Для охоты на них австралийские аборигены активно поджигали растительность, вызывая ужасающие лесные пожары. Большая часть добытой таким образом дичи пропадала, а на выжженном месте вместо леса оставалась полупустыня, поросшая в лучшем случае редкой травой и жестким кустарником. Климат Австралии довольно засушлив, а почвы не отличаются плодородностью, поэтому однажды уничтоженный лес не способен самостоятельно восстановиться. В итоге, после того, как уровень моря вновь поднялся, австралийцы оказались заперты на выжженном материке, не способном прокормить расплодившихся людей. После ряда кровопролитных стычек и продолжительного голода уровень населения пришел к оптимальному, но путь к цивилизации оказался для местных племен закрыт. Считается, что плейстоцен закончился примерно 11 700 лет назад, когда завершился последний период похолодания. Ледники отступили. Уровень моря поднялся на 35 метров, а в некоторых регионах Земли сложились особые, невиданные ранее биомы. Наиболее известными из них стали долина Нила и Междуречье, но на самом деле их было гораздо больше. Обилие воды и плодородная почва привели к активному разрастанию злаков, семена которых обладают высокой питательной ценностью. Племенам, живущим поблизости, больше не требовалось кочевать в поисках пищи. Даров природы хватало с излишком. Так появилось оседлое собирательство, которое позже переросло в земледелие. Особенностью сельского хозяйства является то, что его продукцию требуется перерабатывать и хранить. Эта необходимость подтолкнула развитие строительства и гончарного мастерства, а следом и обработки металлов. Так началась история древнейших цивилизаций. Технологии постепенно усложнялись, а влияние человека на окружающую среду росло. Вырубка лесов и распашка земель, ирригация и водоотведение, токсичные ремесла и рост городов заставляли природу поблизости от людских поселений постепенно деградировать. Однако долгое время эти изменения носили локальный характер и требовались века, чтобы они стали необратимыми. Ситуация начала быстро меняться в XVIII веке с началом промышленной революции. Создание все большего количества мануфактур, а затем заводов, привело к быстрому росту выбросов углекислого газа. Вместе с ним в атмосферу попадали оксиды серы и других веществ, которые, реагируя с водяным паром, превращались в сильные кислоты. Оседая и накапливаясь в почве и водоемах, эти агрессивные соединения постепенно делали их непригодными для жизни. Особо быстрый рост выбросов начался во второй половине 20 века,
По всему миру выросли десятки тысяч электростанций и заводов, а повышение уровня жизни и технический прогресс привели к повсеместному распространению автомобильного транспорта. Может показаться, что легковой автомобиль создает не так уж много отходов. На самом же деле он выбрасывает в атмосферу в среднем около 15 килограммов углекислоты в день. За год эта цифра превращается в 5,5 тонн. А если учесть, что по планете в настоящее время ездит около миллиарда легковых и порядка 400 миллионов грузовых автомобилей, то становится очевидно, что счет идет на миллиарды тонн. Также не стоит забывать про тепловые электростанции и заводы, чей вклад в загрязнение планеты еще более весом. Всего за 2022 год человек выбросил в атмосферу около 38 миллиардов тонн углекислого газа. Порой можно услышать мнение, что такое количество мизерно по сравнению с вулканическими выбросами. Но это опасное заблуждение. Если обратиться к научным данным, то окажется, что вулканы в среднем пополняют нашу атмосферу всего лишь на 260 миллионов тонн углекислого газа в год, примерно в 150 раз меньше, чем человеческий фактор. Если обратиться к графику содержания СО2 в атмосфере, то можно заметить, что этот показатель уже достиг 400 частей на миллион, что примерно на 35% выше, чем за всю историю существования человечества. Последний раз близкий уровень диоксида углерода в атмосфере Земли был около 5 миллионов лет назад, еще до глобального ледникового периода. И самое страшное, что данный показатель был достигнут менее чем за 100 лет, и его рост продолжается. Какую же угрозу несет этот процесс? В первую очередь увеличение глобальной температуры вызовет таяние ледников, и это уже происходит. Например, крупнейший гренландский ледник Якобсхавен увеличил скорость своего таяния в 4 раза по сравнению с началом века. Ежегодно его кромка отступает вглубь суши на расстояние от 3 до 7 километров. В последние годы этот процесс немного замедлился, но ученые уверены, что это временная передышка. Также уже сейчас потепление вызывает таяние вечной мерзлоты. Из-за этого множество поселений, расположенных в северных широтах, становятся непригодны для жизни, а морской промысел сильно страдает из-за нестабильного ледового покрова. Следует помнить, что вечная мерзлота – это гигантский планетарный холодильник, в котором заморожены миллиарды тонн органики. Растаяв, она начнет разлагаться, превращаясь в углекислый газ и метан, что еще сильнее ускорит потепление. Расчеты показывают, что если все ледяные шапки Земли растают, уровень моря поднимется на 66 метров. Такие города, как Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Шанхай, Лондон, а также множество других будут полностью или частично затоплены. Исчезнут с лица Земли целые страны и регионы, например, Нидерланды, Полинезия или полуостров Ямал. Миллионы квадратных километров прибрежных территорий уйдут под воду, а плодородные земли и многолюдные поселения будут уничтожены безвозвратно. Быстрое потепление приведет к деградации множества территорий. Участятся лесные пожары, а пустыни разрастутся еще сильнее. Совокупность этих факторов неизбежно ведет мир к новому глобальному вымиранию. И оно уже началось. За последние 500 лет с лица Земли исчезло около 1000 видов крупных животных. Под угрозой вымирания в настоящее время находится более 35 тысяч видов позвоночных, насекомых и высших растений, в том числе 40% всех амфибий и 25% видов млекопитающих. В их числе и важные для человека, например, бананы или медоносные пчелы. Их гибель может навсегда изменить наш мир, причем далеко не в лучшую сторону. Современный человек мнит себя мудрым и цивилизованным, однако порой ведет себя даже более опрометчиво, чем древние люди.
Неумеренные амбиции, погоня за прибылью или властью уже не раз приводили к экологическим катастрофам, свидетельствуя о том, что современный человек недалеко ушел от аборигенов Австралии, которые своими руками разрушили доставшийся им цветущий край. И если мы не научимся бережно относиться к родной планете, то развитие нашей цивилизации бесславно закончится в ее пределах, а о далеких звездах мы сможем только мечтать. Друзья, вопрос изменения климата неизбежно затрагивает каждого из нас, поэтому вы можете свободно высказывать свое мнение в комментариях. На подготовку данного фильма у нас ушло 2 долгих месяца упорной и трудоемкой работы, и мы надеемся, что он вам понравился. Обсудите выпуск с друзьями, если вам близки поднятые в нем темы, и поставьте лайк, если он был вам интересен. Благодаря вашей поддержке его может увидеть больше людей, и, может быть, наш мир станет чуточку лучше. И услышимся!